Приветствуем вас в подкасте «Точка резонанса». Проект писателя и режиссера Алексея Соломатина. Здесь мы ищем литературный резонанс, сталкиваем громкие мировые бестселлеры, И скрытые алмазы от неизвестных, но очень перспективных авторов. настраиваемся на нужную частоту смыслов. Итак, давайте погружаться. Сегодня у нас на столе два произведения, которые, на первый взгляд, находятся просто в разных вселенных. С одной стороны, глыба, монумент «Мастер и Маргарита», Булгакова, роман, который, мне кажется, читали абсолютно все. А с другой, свежий, очень современный технотриллер Алексея Соломатина «Цветок кванта». И наша задача сегодня найти между ними вот эти скрытые, неочевидные связи. Да, затея, честно говоря, кажется немного безумной. Ставить рядом величайший роман 20 века и новый жанровый текст. Ну да, звучит амбициозно. Это как сравнивать, я не знаю, симфонический оркестр и электронный сет диджея. Но ведь и там музыка. Наша цель — не взвешивать их на каких-то литературных весах, а посмотреть, как одни и те же вечные вопросы, как они преломляются в литературе разных эпох на разных языках. Угу. Как тема вторжения неведомого, судьбы художника, цены выбора, как все это звучит в сталинской Москве и в Москве сегодняшней, так сказать, квантовой. Отлично сказано. Так что же общего может быть у Воланда с его свитой, которые устроили такой переполох на Патриарших, и загадочного сигнала из квантового мира, который ловит наш современник, московский музыкант? Давайте разбираться. Начнем, наверное, с завязки. Оба романа стартуют с того, что привычный, понятный мир, он просто дает трещину. Да, У Булгакова это, конечно, знаменитая сцена на Патриарших, Москва 30-х, мир победившего атеизма. Председатель Берлиоз, такой уверенный в себе функционер, объясняет молодому поэту бездомному, что никакого Иисуса, конечно же, не было. И тут... и в этот самый момент в их абсолютно бытовой разговор вмешивается иностранный консультант. Происходит такое лобовое столкновение материализма с абсолютной рациональностью. Именно. А в «Цветке кванта» происходит то же самое, но только декорации сменились. Вместо атеизма у нас научный позитивизм. Главный герой, музыкант Вадим Смолин, живет своей обычной жизнью, пока не начинает видеть во сне странную кристаллическую структуру, цветок, которая транслирует его, просто гениальную музыку. То есть это не сатана с копытом, а нечто другое. Да. Это некий сигнал, возможно, из параллельной реальности или даже из будущего. Но суть та же. В жизнь человека врывается что-то, для чего в его картине мира просто нет объяснения. И что интересно, обе эти силы, они ведь пытаются как-то мимикрировать под окружающую среду. Воланд не говорит «я дьявол». Нет, конечно. Он представляется профессором черной магии, ученым, вступает в научную дискуссию, то есть он играет по правилам того мира, в который пришел, чтобы, видимо, взорвать его изнутри. А как с цветком? Абсолютно та же логика. Феномен цветка не объясняется мистикой. Его пытаются понять через науку. Там есть персонаж, нейробиолог Громов. Он просто сыплет терминами. Квантовое биополе, музыка универсума, ретроказуальность. Так, подождите, ретроказуальность — это звучит как что-то из фильма Кристофера Нолана. Можете в двух словах объяснить, что это значит в контексте романа, чтобы мы все были, так сказать, на одной волне? Конечно. Если очень упрощать, это принцип, при котором следствие может предшествовать причине. То есть информация из будущего влияет на события в прошлом. Ага. В романе это гипотеза о том, что музыка, которую слышит Вадим, это не просто сигнал, а своего рода эхо из будущего, которое и формирует его настоящее. Но главное здесь то, что вы подметили — язык адаптации. В мире Булгакова сверхъестественное говорит на языке мистики. В мире Соломатина — на языке научпопа и квантовой физики. Но цель одна. Да, в обоих случаях эта сила приходит, чтобы сорвать маски и посмотреть, а что же там, под ними. Вы упомянули, что эта сила приходит проверить мир на прочность. И первыми, кто попадает под удар, конечно, оказываются самые чувствительные приемники. Творцы, художники. Безусловно, это просто центральная ось обоих романов. У Булгакова это мастер. Он написал гениальный роман о Понтии Пилате. Он уловил и зафиксировал некую вечную истину. И что с ним делает система?
Она его уничтожает. Именно. Да, причем система не в виде НКВД, а в лице его же коллег, писателей из Массолита. Вся эта история с критиком Латунским. Помните, тем самым, чью квартиру потом Маргарита разносит в щепки. Конечно. Они устраивают ему травлю не из-за идеологии, а из-за чистой зависти. И мастер, он не выдерживает. Он сжигает рукопись и добровольно уходит в сумасшедший дом. А теперь посмотрим на Вадима Смолина из «Цветка кванта». Он, прямой наследник мастера. Он не пишет роман, а сочиняет музыку, которую ему, скажем так, нашептывает Цветок. И он тоже становится мишенью. Только его латунские — это уже не критики, а люди науки и бизнеса. Другая эпоха, другие враги. Совершенно. С одной стороны, ученый-фанатик Роберт Вандер, который видит в Вадиме не человека, а живой носитель кода, ключ к управлению реальностью. Ему нужна технология. То есть он хочет не понять этот дар, а просто присвоить и использовать. Именно. А с другой стороны, завистливый коллега Ян Алов. И он готов на любое предательство, чтобы украсть успех Вадима. Получается, что критики, стяжатели Булгакова и вот этот ученый, одержимый с коллегой-предателем Соломатина, они выполняют одну и ту же функцию? Абсолютно. Они пытаются утилизировать или уничтожить то, чего не понимают и, главное, не могут контролировать. И оба героя в итоге ломаются под этим давлением. Мастер отрекается от романа, говорит Маргарите, что ненавидит его. А что происходит с Вадимом? Вадим после одного из опасных экспериментов Вандера, который его чуть не убивает, он физически и морально истощается. Музыка прекращается, а вместо нее приходят кошмары о черном цветке, который, просто высасывает из него жизнь. Его дар превращается в проклятие. Да. И вот это, пожалуй, ключевая мысль здесь. Неважно, в какой эпохе живет творец, система, будь то бюрократическая машина или корпоративная наука, она всегда пытается или присвоить, или нейтрализовать гения. Она боится того, что не может поставить на службу своим целям. И в этот момент, когда герой сломлен, раздавлен, на сцену выходит любовь. Что меня всегда поражало в «Мастере и Маргарите», это то, что сделку с дьяволом заключает не мастер. Он уже сдался? Да, он уже все, он сломался. Это делает Маргарита. Она готова стать ведьмой, хозяйкой на балу у сатаны, лишь бы получить шанс вернуть своего возлюбленного. И ее любовь не пассивная, она деятельная, жертвенная. В «Цветке кванта» мы видим очень похожую динамику. Тема сделки там тоже есть, но она более, скажем так, технологичная. Вадима уговаривают поехать в Египет, в гробницу Синенмута для проведения некоего ритуала, который должен его исцелить. И это, по сути, сделка с Вандером. Конечно, дает ему доступ к силе цветка, а Вандер обещает ему спасение. И в этой ситуации решающую роль снова играет женщина Юля. Она не ведьма, но она его якорь реальности. Якорь реальность. Красиво. Пока Вандер пытается расщепить сознание Вадима на квантовом уровне, ее любовь и вера буквально держат его в этом мире, не дают раствориться. И обе героини проявляют невероятное милосердие. Маргарита, получив от Воланда право на одно единственное желание, тратит его не на себя, а на Фриду. Да. На несчастную женщину, которую она случайно увидела на балу. Помните этот момент? «Я прошу за Фриду». Это же меняет все правила игры. Совершенно верно. А Юля в «Цветке кванта» до последнего пытается спасти Вадима, даже когда ее шантажирует Ян Алов, заставляя шпионить. Ее верность оказывается сильнее страха. И это важнейшая параллель. Да. В обеих книгах именно женская любовь, сострадание, верность, они оказываются той единственной силой, которая способна противостоять и бездушной системе, и холодному нечеловеческому расчету высших сил, будь они мистическими или научными. Давайте как раз поговорим об этих высших силах. Воланд у Булгакова ведь совершенно не похож на канонического дьявола. Абсолютно. Эпиграф из Фауста Гёте сразу задает эту двойственность. «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Он не столько искуситель, сколько ревизор-судья. Он обнажает пороки, наказывает взяточников, хамов, доносчиков, всю ту пошлость, что захлестнула Москву. Вот, и здесь мы видим просто поразительное сходство с концепцией цветка кванта. Да, это правда. Сам цветок — это не добро и не зло. Это инструмент, технология. В романе есть персонаж, таинственная девочка Мира, которая говорит Вадиму ключевую фразу. Он не сила,
Он выбор. Он выбор. Да. С его помощью можно творить гениальную музыку, что и делает Вадим, а можно, как мечтает Вандер, получить абсолютную власть над реальностью, переписывать события. Технология абсолютно нейтральна. Точно. Все зависит от вектора воли того, кто ее пользуется. И это подводит нас к кульминации, к финальному выбору героев. В случае мастера за него, по сути, просит Иешуа. И Воланд дарует ему и Маргарите не свет, а покой. Покой. Что, как по мне, очень глубокая и даже трагичная мысль. Покой — это награда для того, кто устал, кто сломался в борьбе. Он не заслужил рая, но заслужил избавления от страданий. Это такое творческое бессмертие в вечном приюте. А Вадим Смолин в финале оказывается перед буквальным выбором. Он стоит перед черным кристаллом, сердцем древней машины. Одно прикосновение, и он получит божественную власть. Сможет переписать свою жизнь, наказать своих врагов, стать великим. Но в последний момент... Он вспоминает слова Миры. Да. Он вспоминает слова о выборе. И вместо того, чтобы взять эту власть, он разбивает кристалл. Он вызывает квантовый коллапс, сверхновую, которая перезагружает реальность, но не по его эгоистичному сценарию. Поразительно. То есть оба героя, по сути, отказываются от абсолюта, но получают совершенно разные награды. Мастеру — покой, вечный приют. А что же достается Вадиму? Он тоже уходит из нашего мира? Нет, и вот в этом принципиальная разница, обусловленная, возможно, духом времени. Награда Вадима — это возвращение к самой обычной человеческой жизни. Просто к жизни? Да. В новой реальности, которая возникла после коллапса, он счастлив с Юлией. Его враг Ян Алов не наказан адом. Он просто стерт из творческой элиты и работает парковщиком. А главное, Вадим больше не слышит музыку извне. Цветок умолк. Но он обретает способность творить сам. Он отказывается от роли антенны для высшей силы в пользу роли простого человека-творца. Так что же получается, когда мы кладем эти две истории рядом? «Мастер и Маргарита» — это, философский роман-миф, написанный языком мистики и гротеска, исследующий вечные вопросы веры, трусости, любви. А «Цветок кванта» говорит на языке современной культуры. Он берет идеи из квантовой физики, археоакустики, юнгианского анализа и использует их как метафоры для исследования, по сути, тех же самых тем: ответственность художника, соблазн абсолютной власти, выбор между силой и любовью. Это такой лирический технотриллер, где научная гипотеза становится поэзией. То есть это не просто случайные совпадения? Нет, конечно. В «Цветке» есть и прямые отсылки, такие пасхалки к Булгакову, что говорит о преемственности, об осознанном диалоге. Знаете, если бы меня спросили, какой подход мне ближе, Булгаков, конечно, вечен. Его сатира на московский быт, его библейские главы — это недостижимая высота. Но в истории Вадима есть что-то очень созвучное нашему времени. Идея о том, что величайшие тайны и соблазны сегодня скрываются не в мистике, а в технологиях, которые мы создаем. Соглашусь. Одно произведение о том, что рукописи не горят, другое о том, что любая вселенная, построенная на эгоизме, обречена на коллапс. Но оба романа сходятся в главном. Истинная магия, истинное сверхновое рождается не от вмешательства дьявола или квантового поля, а в момент свободного нравственного выбора самого человека. Так что же в итоге объединяет мастера из сталинской Москвы и музыканта Вадима Смолина из Москвы цифровой? Наверное, простая мысль. В любую эпоху, будь то время тоталитарных режимов или квантовых компьютеров, настоящий творец всегда оказывается в оппозиции к тем, кто жаждет тотального контроля. И оба романа с разницей почти в 100 лет приходят к очень гуманистическому выводу. Высшая награда для человека — это не всемогущество и не власть над миром. Нет. Для одного это покой, заслуженное забвение после невыносимых страданий, а для другого — простая человеческая жизнь, наполненная любовью и собственным, непродиктованным извне, творчеством. Отказ от абсолюта ради гармонии. Именно так. Это, правда, заставляет задуматься. Возможно, каждая эпоха рождает своего Воланда или свой цветок Кванта, некую внешнюю силу, которая приходит, чтобы испытать нас на прочность.
И сегодня в мире искусственного интеллекта, нейросетей, тотального информационного контроля перед каждым из нас, возможно, стоит тот же самый выбор, что и перед героями этих книг. Что мы выберем? Роль проводника чужой, пусть и могущественной воли, или трудный путь сохранения собственного голоса?